Физкульты, друзья! 7 лет назад я активно начал заниматься бегом, но за это время я не так много участвовал в чисто беговых стартах. Все потому, что моя цель изначально не беговая. Точнее, не только беговая. Я сразу захотел пройти триатлон Ironman, где бег начинается с 6-7 часа гонки и проходит на уставших после велосипеда и плавания ногах. Скорость в беге тут отходит на второй план. И несмотря на то, что я пробегал марафон внутри триатлона более десятка раз, в подготовке участвовал в соревнованиях на дистанцию полумарафона. У меня были тренировки по 50 километров, а в составе ультратриатлона я пробегал 84 километра. Я ни разу не бегал отдельно дистанцию марафона 42 195 метров. Хотя всегда хотелось. Мы много рассказывали о том, что нужно и не нужно делать для того, чтобы подготовиться и пройти гонку. И, конечно же, мне хотелось это все проверить на себе. И поэтому свой спортивный сезон я решил начать именно с бегового старта. И так я оказался в Сочи. Пробежав свой первый марафон, я решил, что необходимо сделать выпуск, который будет посвящен ошибкам, которые совершаем все мы, и я в том числе. И какая ошибка была у меня, вы узнаете далее из этого выпуска. Ошибки допускают все. Как хорошо мы бы не были подготовлены. Это нормально, и так мы становимся сильнее. Но сегодня я попробую передать вам свой опыт и опыт других спортсменов, который поможет сократить количество таких ошибок на забегах. И неважно, какую дистанцию вы решили пробежать, 5 километров, 10, полумарафон, марафон, есть ряд вещей, которые можно предусмотреть заранее и не совершить эти ошибки. Так, до старта 3 дня. Сейчас надо еще немножко развить скорость. Сделаю интервалы на максимум. Буду на старте как молния. Фу, отлично. Еще 2 таких успею сделать до гонки. Витя, у тебя сегодня соревнования. Не, спасибо, без меня. Это преувеличение ситуации, но именно так будет чувствовать себя ваш организм. Несмотря на то, что вы выйдете на старт, ваш организм по-прежнему останется лежать на диване. Ни большие объемы, ни интенсивность выше вашего пано не стоит делать в непосредственной близости от дня старта. И точно не стоит проверять свои силы, репетируя полностью предстоящее соревнование. Так, уже завтра марафон. А вдруг не пробегу? Надо попробовать. Ну, сегодня получилось, значит и завтра получится. Еще и быстрее. К моменту старта ваш организм должен быть на пике вашей физической формы, а это значит полностью восстановившимся. Иначе вам просто может не хватить сил, вы пробежите медленнее планируемого результата или вообще сойдете с дистанции. Короткие медленные пробежки – отличный вариант для подводящей недели. А также можно включить одну тренировку с небольшими отрезками темпового бега за 4-5 дней до старта. Всю основную работу вы уже сделали на последних 12-16 неделях до старта. И в последние 7 дней перед стартом не стоит стремиться стать быстрее и сильнее. Вы уже готовы, вам просто нужно набраться терпения, восстановиться и выложиться максимально в день гонки. Хорошо, бегу. Видите, какого черта? Возможно, вы испытывали такое на забегах или тренировках, когда вроде бы бежать еще хочется, но сил уже нету, как будто вас тянет кто-то назад. Чаще всего причина – это нехватка энергии в организме. Для бега необходимо топливо, и таким эффективным топливом будут углеводы. Нет,
Нет, это не лучший способ потреблять углеводы на бегу. И это тоже не подойдет. Самый простой и удобный способ – углеводные гели или спортивные напитки. И как бы забавно это ни звучало, но Coca-Cola – частый и эффективный гость на соревнованиях, так как содержит много сахара и кофеин. На забегах 5 и 10 километров точно можно обойтись без питания на дистанции. Но энергия все равно нужна, поэтому принять гель в 25-30 грамм углеводов перед стартом поможет дальше сохранять высокий темп и добиться лучшего результата. На дистанции полумарафона и марафона ситуация уже совсем другая. Вам необходимо принимать питание для того, чтобы качественно финишировать эту гонку. Нужно выстроить подходящий для данной гонки темпа и вашего организма план питания и строго его придерживаться. Пропуск одного приема питания может стоить результата или вообще финиша на гонке. Не стоит этим пренебрегать. Для построения плана питания можно отталкиваться от общих рекомендаций. Первый прием углеводов после 40 минут гонки. И далее каждые 30 минут по одному гелю в 25-30 грамм углеводов. И самое важное, проверьте свое питание на тренировке. Возьмите на темповой бег углеводный гель и попробуйте принять его на бегу. Это должен быть именно такой гель, который будет у вас на гонке, и есть его нужно именно на пробежке. Только так можно будет понять, как отреагирует ваш организм в гонке. Если будут проблемы с желудком или другие неприятные реакции, меняйте этот вид питания на другой, подбирайте тот, с которым вы будете чувствовать себя комфортно. Кто в этом случае прав? Скорее тот, кто одет налегке. В любой гонке вы будете много выделять тепла. Мы говорили о причинах в выпуске «Почему мы потеем». Ведь вы будете бежать с высокой интенсивностью. Одевайтесь так, чтобы экипировка соответствовала температурному режиму гонки. При этом, возможно, ожидая старт, вам будет казаться, что вам холодно. И важно до предстартовой минуты одеть на себя что-то теплое, то, что вы скинете непосредственно за минуту до начала. Проверить соответствие экипировки можно так. Если на темповом беге в этой одежде вы изнываете от жары, значит нужно что-то легче. А если замерзаете, то можно подумать над небольшим утеплением. Иными словами, воссоздайте условия, такие как температура, поверхность, влажность, до гонки и проверьте все заранее. Вот в них и побегу завтра марафон. Есть очень простое правило. В чем вы соревнуетесь, в том и тренируйтесь. Купить новые кроссовки за пару дней до старта – это практически как русская рулетка. Вам может повезти, но есть шансы, что вы вышибете себе мозги. Или в нашем случае сотрете ноги в кровь. Даже если это будет та же модель, того же бренда, в том же размере и цвете, что были до этого, вы не застрахованы от неприятностей. Ничто вам не даст такой уверенности, как кроссовки, с которыми вы провели несколько тренировок в таких же, как гонка, условиях. Не буду касаться сейчас стертых сосков или других каких-то мест. Скажу лишь одно, что с одеждой все то же самое. И даже если у вас есть самые быстрые кроссовки или счастливые трусы, которые вы хотите хранить всю жизнь, все равно нужно в них бегать. Пусть не каждую тренировку, но по крайней мере достаточно часто, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Купить экипировку к соревнованиям – хорошая идея. Просто это нужно делать заранее, чтобы успеть привыкнуть. И если что-то пойдет не так, вовремя это заметить. Наши друзья и партнеры из Runzone уже запустили новый сайт с теми функциями, о которых мы говорили в прошлом видео, и еще десятком новых и полезных. А промокод на скидку 15% также действует. Поэтому закупиться заранее для старта можно прямо сейчас. Тем более, что скоро на сайте появится новая крутая фишка, которую мы вместе с вами просили. Обзор кроссовок в 360 градусов. Мы и дальше вас будем держать в курсе о всех нововведениях. Ссылка и промокод в описании.
На любой гонке есть люди, которые чувствуют себя супергероями. И часто именно они сходят с дистанции. А главное, что большинство из них знают, что начать нужно плавно, но эйфория массового старта, волнение, нервы не дают держать себя в руках. Почти всегда на соревнованиях на 10 километров на 3-м километре уже кто-то идет пешком. Или сходят с дистанции на 10-м километре марафона. Не говоря уже о том, что те, кто бегут быстрее, чем необходимо в начале дистанции, всегда делают результаты хуже. Не бойтесь начать недостаточно интенсивно, это не приведет к каким-то большим проблемам. А начать интенсивнее, чем надо, может оказаться плачевным. Хорошим вариантом будет пробежать с отрицательным сплитом. Это когда вторая половина вашего забега будет быстрее, чем первая. Мы говорили об этом вот в этом выпуске. Дорогая, а где моя спортивная одежда? Ты опять разбросала ее, и я закинула все в стиралку. Перед гонкой вы должны быть максимально спокойны. Никаких дополнительных стрессов, никаких забот, кроме забега. Для этого нужно быть полностью готовым. Все, что нужно на гонке, приготовьте заранее, не поздно вечером или утром в день старта. За пару дней перед гонкой соберите всю экипировку для старта, питание, зарядите часы и подготовьте все для закрепления номера. Ничего нельзя оставлять на последний момент, на поздний вечер или на утро перед стартом. Если у вас чего-то будет не хватать, у вас должно быть достаточно времени для того, чтобы решить все эти проблемы. Для этого очень хорошо будет составить чек-лист, что нужно для гонки, и собирать все строго по нему. Так вы не упустите что-то из-за невнимательности или волнения. Для каждого список может чуть-чуть отличаться какими-то особенностями, но основные пункты будут одни. Совместно с ребятами из RunZone мы составили специальный список для вас. Он есть в описании к этому видео. Скачивайте, дополняйте своими пунктами и пользуйтесь этим списком на здоровье. В общем, не тратьте свои нервы и силы до того момента, пока еще гонка не началась. Они вам позже пригодятся. Итак, не ошибается, конечно же, тот, кто ничего не делает. Вы можете не участвовать в забегах или в каких-то гонках, и тогда вы 100% не сделаете в них ошибок. Во всех других случаях готовьтесь получить новый опыт, каким бы он ни был. Таким опытом для меня оказался мой марафон. Он был не таким, как бы мне хотелось. Я допустил ошибку в питании. Свой первый гель я практически не запил водой. Это привело к тому, что мой организм просто не захотел принимать его. И на 25-м километре мой бег превратился в добегание. Уже понимая, что это не моя гонка, я дождался своего друга Рому, и вместе мы забежали в финишную арку. Время получилось 3:07. Конечно, при времени 3:12 на беговом этапе триатлона в прошлом году логично, что я рассчитывал на результат чуть-чуть повыше. Но произошло то, что произошло, и вместо желаемого результата я получил кое-что не менее важное – опыт. Да, это не триатлон. В таких случаях нет причин расстраиваться. Нужно просто сделать работу над ошибками и двигаться вперед. Друзья, а напишите вы, пожалуйста, в комментариях, какие лично у вас были ошибки, которые не привели к желаемому результату на забегах. Давайте учиться друг у друга. И я не буду желать вам не допускать ошибок. Я желаю вам учиться на них и бежать дальше. Я понял, что хорошего в марафоне. В отличие от триатлона, 12 часов дня, и ты уже свободен. В триатлоне ты обычно пытаешься успеть на ужин. Здесь такое впечатление, что я еще успею на второй завтрак.